Удар по Украине и России. Зеленский заявляет о победе, а Кремль идет в отказ. Поставлен ультиматум. Срочное обращение россиян к Путину. Жители РФ вышли под стены администрации президента в Москве. Чего хотят? Армия пошла вперед. Наступление, вывод войск и продвижение. Украина и Россия заявляют об успехах на фронте и потере техники. Ударные бригады НАТО у границ с Россией. Альянс перебросил военную технику и людей к Мурманской области. Зачем? Громкий скандал из-за действий ТЦК. Военкомы в Украине объяснили, почему мобилизовали мужчину, который самостоятельно ухаживал за своим прикованным к постели отцом. Что ждет 82-летнего пенсионера после того, как сына забрали в ВСУ? Пенсионерка назвала внука Путиным. Власть Туркменистана разозлила страну заявлением о том, что повышать пенсии и зарплаты не надо. А Иерусалим передал Киеву военную технику. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите лайком, комментарием и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. В Украине не утихает скандал из-за действий ТЦК и мобилизации мужчины, который самостоятельно ухаживал за отцом, который прикован к постели. И после мобилизации 82-летний пенсионер остался один. Военкомы пытаются оправдать свои действия. Украинские медиа при этом пишут, что благодаря резонансу и шуму, которые подняли соседи мобилизованного, о событии узнала вся страна, а прикованного к постели пенсионера госпитализировали в одну из больниц Львовской области. Об этом говорится в сюжете украинского телеканала «Громадське». Известно, что 44-летний Владимир Малицкий, житель села Сасов на Львовщине, пошел в ТЦК или же военкомат, чтобы обновить военно-учетные документы. Однако вернуться домой к неходячему отцу сын уже не смог. Владимира призвали в ВСУ. В ТЦК говорят, что сейчас рассматривают случай Малицкого и уверяют, что мобилизовали мужчину законно, поскольку он вовремя не предоставил документы, что на его попечении тяжело больной родственник. СМИ при этом также отмечают, что мужчина просто не смог обновить документы не по своей вине, а по вине государства. К сожалению, реорганизация органов социальной защиты вызвала задержки с выдачей справок, что осложнило своевременное подтверждение права на отсрочку. В то же время ТЦК и СП действовали в соответствии с законом, мобилизовав гражданина и направив его на подготовку. Призываем граждан заранее заботиться об оформлении документов и информировать об особых обстоятельствах. Это позволит избежать подобных ситуаций в будущем. Просим общину не спекулировать на теме мобилизации, а помогать друг другу своевременно оформлять необходимые документы. Кадровый голод в Украине после разрешения молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Предприятия вынуждены нанимать на работу мигрантов из Азии, потому что своих рабочих рук остро не хватает. Об этом пишет BBC. В частности, украинские компании уже стали приглашать трудовых мигрантов из Индии и Бангладеш. В основном это разнорабочие, логисты, водители и сварщики. По словам HR-специалиста Дмитрия Дегтяря, чтобы быстрее перекрыть дефицит рабочей силы, Украине необходимо упростить процедуру трудоустройства иностранцев. Сейчас этот процесс занимает в среднем полгода, причем работодатель должен хорошенько заплатить за оформление различных разрешений для иностранного сотрудника. Опрос компании Work.ua показал, что более чем треть компаний уже ощущает отток кадров. Больше всего эти изменения коснулись работодателей, у которых более 1000 работников. 60% компаний сообщили об увольнении молодежи. Чаще всего такие ситуации возникают в гостинично-ресторанном бизнесе, торговле, пищевой промышленности. Напомню, неделю назад экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что стране, возможно, придется открывать границы для трудовых мигрантов из Азии, ведь большое количество активного населения выехало за границу. По данным польских пограничников, только за месяц было зафиксировано почти 53 тысячи пересечений границы украинцами от 18 до 22 лет. Из них почти 40 тысяч на въезде в Польшу. Наступление и отступление. Украина и Россия одновременно заявляют о своих успехах на линии фронта. Под пристальным вниманием обеих сторон Днепропетровская область. Главком ВСУ Сырский заявляет о срыве российского наступления на Новопавловском направлении. При этом он уверяет, что ВС РФ пытаются продвигаться вглубь территории, используя тактику тысячи порезов. Ситуацию называют динамичной. Кроме того, по словам украинского главкома, у россиян нет сил для прорыва. Противник там пытается, используя тактику «тысячи порезов», продвинуться вглубь территории. Цель только одна – декларировать свое присутствие, воткнуть свой флаг в какое-то здание в населенном пункте. Ситуация там динамичная. Территории большие, плотности войск недостаточно. И с нашей стороны, и с их стороны.
Их там больше. Но для того, чтобы провести какое-то решительное наступление, у них не хватает сил и средств. Российская сторона при этом заявляет о продвижении вперед в Днепропетровской области и взятии под свой контроль населенного пункта Степовое. В Украине этого не подтверждали. Минобороны РФ также публикует видео, как заявляется, снятое также в Днепропетровской области, и уверяет, что украинцы отступили с определенных позиций, оставив при этом технику, которая стала трофейной. Противник оставил позиции в спешке. В районе лесополосы были обнаружены брошенные американские бронетранспортеры М113. При попытке ротации экипажи ВСУ покинули эти машины и отошли. Эвакуированная с поля боя техника передана специалистам, после чего она будет доставлена в музей трофейной техники. Раскол в НАТО из-за российских МиГов в эстонском небе. Члены Североатлантического альянса не могут определиться, что это было – преднамеренный полет или ошибка. Часть стран по-прежнему уверена, что российские носители кинжалов оказались в небе НАТО не просто так. Другие поддают сомнению это утверждение, пишет издание Bild. По информации Bild, объединение восточно- и североевропейских государств исходит из того, что это была умышленная провокация со стороны России. Согласно их оценке, российские самолеты преднамеренно углубились на 100 километров и до 5 километров вглубь воздушного пространства Эстонии. Германия и ряд южно- и западноевропейских стран за закрытыми дверями не исключают, что это могло быть ошибкой. Авторы материала уточняют, что эта неопределенность в альянсе определенно играет на пользу России. В России же официально и публично отрицают свою причастность, а на закрытом совещании в Москве с европейскими дипломатами подтвердили такой пролет, называя его ответкой за западную помощь Украине и за удары ВСУ по Крыму. Bild пишет, что на данный момент одни страны видят в этом акт агрессии, другие – пропагандистский трюк. Далее цитата: «Эта неопределенность интерпретируется двумя блоками внутри военного альянса в соответствии с их политической позицией по отношению к России», отметил источник, а Путин потирает руки. Конец цитаты. Правительство Нетаньяху пошло навстречу Украине, и Иерусалим поставил Киеву ЗРК «Патриот», который уже сбивает цели над страной. В этом лично признался Зеленский и, по сути, подтвердил информацию посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, который еще пару месяцев назад дал понять, что Израиль отправил «Патриоты», стоявшие на вооружении израильской армии еще с 90-х годов. Тогда его слова вызвали дипломатический шторм. МИД Израиля открестился от этой информации, а Москва потребовала объяснений. При этом Зеленский вновь отправил послание в Москву. Оно было созвучно с теми, которые звучали уже в последние дни. Речь об ответных ударах по России, а конкретно по российской столице. Зеленский не стал уточнять, просил ли он Трампа о томагавках, о чем ранее писала западная пресса, но дал понять, что Украина рада любому оружию, в том числе и дальнобойному. Кроме того, Зеленский намекнул россиянам, что если киевляне будут сидеть в темноте из-за российских ударов по объектам энергетики, то сидеть при свечах придется и москвичам. Россия должна четко знать, что цивилизованные государства отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми и не являются агрессорами. Но это не значит, что они слабые. И не надо проявлять слабость. Если угрожают, например, блэкаутом в столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России. Зеленский также заговорил о победе, говорит, что Украина не проигрывает войну, а, далее цитата, «конкретно побеждаем», конец цитаты. Так он считает, потому что Украина с точки зрения независимости не разрушена и не уничтожена. О победе Украины пишет и западная пресса. Financial Times также упоминает то, что не уничтожена украинская нация, и это является главной победой. А также вспоминает о ситуации на суше, в море и на земле. Кроме того, называет слабым звеном в обороне Украины, внимание, умы ее западных союзников. И именно из-за этого может произойти катастрофа в Украине, пишет авторы материала. Далее цитата. Распространяя пропаганду о неизбежности российской победы, Москва надеется, что США и Европа утратят волю к сопротивлению, отзовут поддержку Украины и вынудят ее капитулировать. Поддаться этой пропаганде значит обречь на катастрофу не только Украину, но и страны НАТО, которые потеряют значительную часть своей репутации и лучшую защиту от растущей российской угрозы. Россия же при этом вновь заявляет, нападать на НАТО никто не собирается, но дать решительный отпор сможет. Это слова Лаврова, который заявил, что такой отпор будет дан на любую агрессию против России. При этом в МИД РФ также заявили, вывода российских войск с украинской территории не будет. Ну, вы знаете, насчет границ 2022 года, по-моему, уже никто на них не рассчитывает.
потому что рассчитывать на возвращение к этим границам было бы политической слепотой и полным непониманием того, что происходит. Итак, в НАТО не могут достичь единства, судя по информации западной прессы, и понять, а был ли мальчик, речь о преднамеренном нарушении или же ошибке российских МИГов. Зеленский говорит о победе и ответных ударах по Москве, а Москва заявляет о решительном ответе на любую агрессию и дает понять, что отступать никто не будет. Знаю, что среди вас, друзья, очень много сторонников мира. Как считаете, как далеко мир и мы от этого мира? Поделитесь своей точкой зрения под этим видео, поделитесь выпуском среди своих друзей. Как всегда, говорю вам спасибо за лайки и за подписку на канал. А я продолжаю. Венгрия наносит ответный удар по Украине. Скандал не утихает. В Будапеште отреагировали на опубликованный Киевом маршрут вторжения дрона из Венгрии в Украину. По словам главы венгерского МИДа Сиярта, пост украинского министра иностранных дел Сибиги – это фейк. И тем самым Украина дискредитирует себя. Вскоре после этого Сиярта перепостил публикацию премьера Венгрии Орбана, который просит Зеленского не донимать Венгрию. Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина давно бы рухнула без поддержки этих двух организаций. Господин президент Зеленский, при всем уважении, перестаньте нас донимать. Напомню, глава МИД Украины Сибига сообщил, что ВСУ собрали все необходимые доказательства вторжения на украинскую территорию венгерского дрона-разведчика. Министр опубликовал изображение, которое, по его словам, отражает точный маршрут дрона в воздушном пространстве Украины. Сибига отметил, что делает публикацию, цитирую, для слепых венгерских чиновников. Срочное обращение россиян к Путину. Жители РФ вышли под стены администрации президента в Москве. Требований сотни. Среди них обвинения представителей власти в полном бездействии и воровстве, а также халатности и безразличии. В саму администрацию людей не пустили, хотя в предыдущие годы вход был разрешен. Все жалобы и обращения приняли у входа. А среди жалоб и мошенническое завладение жильем, и застройка Москвы, и недовольство инфраструктурой в Москве. Далее фрагмент обращения к Путину женщины, которая осталась на улице с детьми, как уверяет, из-за действий мошенников. Мы уже устали читать миллиарды уже не сейфами, а комнатами. Не знаю, не рутся никак. Прекратите. Это как надо ненавидеть свой народ, свою страну, чтобы так вести себя? Сколько можно уже терпеть? Куда идешь, в какие кабинеты идешь? Никакие нормальные ответы не получаешь. Как роботы сидят только сами себе. Военные НАТО готовят ударные бригады у границ с Россией. На участке протяженностью практически в 400 километров будут развернуты новые силы Альянса. Все это происходит в самом северном регионе Финляндии – Лапландии, которая граничит с Мурманской областью. Швеция и Финляндия сформировали новую ударную бригаду численностью 4-5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает издание Iltalehti, ссылаясь на достоверные источники. Костяк подразделения составит шведская механизированная бригада Норботтен, специализирующаяся на ведении боевых действий в зимних условиях. В материале говорится, что вооружение для подразделения уже переброшено в Лапландию, в том числе шведские самоходные установки «Арчер». Это позволит в кратчайшие сроки привести личный состав в боевую готовность. В случае вооруженного конфликта авиационную поддержку бригаде обеспечат британские истребители «Еврофайтер» и F-35, а также ударные вертолеты «Апаче». Источники подчеркивают, что в оперативном планировании НАТО теперь исходит из того, что на севере подразделения сухопутных войск Швеции будут совместно с финскими частями защищать восточную границу Альянса. Для шведов это серьезное культурное изменение, но оно вполне логично. Общая оборона осуществляется на территории Финляндии, то есть там, где это наиболее целесообразно, отметил другой источник НАТО. Путин призвал следить за коровами и не только. В Казахстане молодой полицейский по имени Путин стал звездой соцсети после небольшого профилактического видео. В нем правоохранитель объясняет жителям сел, что важно следить за домашним скотом, дабы животные не выбегали на трассы. Так можно предотвратить ДТП на дорогах. Но пользователи заинтересовались не профилактической беседой, а именем полицейского. Дело в том, что у полицейского традиционная для Казахстана фамилия Файзула, а вот имя необычное – Путин. В СМИ пишут, что так его назвала бабушка в честь Владимира Путина, когда тот пришел к власти более 20 лет назад. Полицейский Путин говорит, что имя его не смущает, потому что легко запоминается собеседниками, к тому же многих веселит.
хорошо живут, а потому деньги не нужны. Напоследок о том, о чем говорят в Туркменистане уже несколько дней. Там не утихает волна возмущения из-за заявления властей. Один из членов парламента, Язмират Атамирадов, на днях предложил отменить повышение зарплат и пенсий в стране, потому что люди и так живут слишком хорошо. Он заявил, что уровень жизни населения стабильно растет, и обратился к президенту Бердымухамедову с призывом прекратить регулярное повышение зарплат и соцвыплат. Учитывая высокий уровень социально-бытовых условий народа, предлагаем прекратить повышение размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов. При этом интернет-пользователи отмечают, что инфляция в республике превышает уровень индексации. Например, мясо за полгода подорожало в 2 раза и достигло 100 манатов, это $5. Люди жалуются, что зарплаты едва хватает, чтобы свести концы с концами. Напомню, средняя зарплата в Туркменистане чуть больше $700 в месяц. Размер минимальной пенсии около $27 в месяц. Друзья, что вы думаете о таком заявлении? Может, стоит не повышать зарплаты тем, кто принимает и призывает к таким решениям? Как всегда, жду ваших комментариев. Ну и на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что многие каждый день со мной, но пока еще без подписки. Поэтому подпишитесь. Делитесь моим видео на своих страницах в соцсетях. Ставьте лайки. До встречи уже завтра.